Всем привет! Мы продолжаем серию видео про французские и псевдофранцузские масла. Сегодня у нас на очереди вторая часть про бренд Total. Кто делает, где делают, Франция или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В первой части я подробно рассказал про бренд, про его историю, откуда он появился и кто его придумал, и что с ним происходило до сегодняшнего дня. В этой части мы разберем конкретику. Первое. На каких заводах и в каких странах производится тот Total, который мы с вами получаем в России. Второе. Какие оригинальные масла производит концерн Total Energies, для кого, для каких автоконцернов. Третье. Про разнообразные подделки бренда Total, Elf и тех брендов, которые этот концерн производит. Четвертое. В каких странах еще продается бренд Total и где он популярен. И пятое, бонусное, как к бренду Total относятся в Японии и любят ли его сами японцы. Поехали. Итак, заводы. До 2018 года почти всю продукцию Total Elf, которую мы с вами получали в России, производили вот на этом заводе во Франции. Так вот он выглядит. Неплохой такой завод. Кстати, через стену от этого завода находится завод Гриф, который производит и бочки, еврокубы, и пластиковую тару, и для Total, естественно. Интересно, что в России они также рядышком с Total сейчас находятся в Орсино, вот предприятие российское. Вот гигантских размеров завод по производству биотоплива в Ля-Меде. Это просто какое-то колоссальных размеров предприятие. Ну, это, естественно, компания Total имеет такие НПЗ полного цикла. Поэтому вот это одно из них. А вот еще один завод полного цикла, тут он Гран-Пюц, который тоже находится во Франции. Тоже такой немаленький. Но это тоже завод полного цикла, поэтому, конечно же, там размеры по сравнению с блендерными предприятиями разнятся в разы, в десятки раз. А вот тоже европейский завод, Total, он в Бельгии находится. И так далее. Заводов у Total Energy в Европе много, и почти все они достаточно современные и высокотехнологичные. Только вдумайтесь, у Total Energies 41 собственный завод. И 6 тысяч человек работает в совокупности на этих заводах вместе взятых. Это очень много, это очень большая структура. Только единичные продукты, которые приходят к нам в Россию, сейчас производятся на этих заводах. Все остальное уже производится у нас в России. И вот теперь самое время перейти к страшилкам, которыми так напугали любители Total и Elf, когда только начали говорить про локализацию в России. Завод в России начали строить еще в 2016, закончили в 2018, запустили его, построили его на территории Freight Village в Орсино, это Калужская область. Freight Village по-русски — это грузовая деревня такая, федерального значения, а по площади 570 гектаров, такая деревушка небольшая. А в свою очередь Freight Village это расположен на территории индустриального парка Росфа. Завод на иностранный манер назвали Total Vostok Blending Plant, но по-русски это просто Total Vostok. Вот так вот он выглядит сверху, вот так сбоку. Это обычный блендерный НПЗ ангарного типа со средними по размеру резервуарным парком. Там 5500 кубов резервуарный парк у него. Подъездные пути есть ЖД. Ну и территория такая относительно большая, прилегающая. На начальном этапе представители Total заявляли, что они будут использовать только около 40% базовых масел российского производства и 60%, которые будут возить из Европы или, как они корректно говорили, из других стран. Но в 2018 году уже было заявление о том, что локализация российских продуктов будет, конечно, увеличиваться с каждым годом все больше и больше. Какие базовые масла они русские используют, чьи для производства? Тут догадаться-то несложно, хотя информация-то закрытая, и вам открытым текстом об этом не скажет никто и никогда. Это коммерческая информация, которую компании блендерные все скрывают, в том числе и Total. То есть с каждым годом все больше и больше будет уходить в сторону локализации к российским продуктам базовым. Конечно же, естественно, присадки все они везут из-за рубежа, само собой разумеется. Вот так выглядит завод изнутри. Лаборатория, все чисто, опрятно. Склад готовой продукции такой немаленький. Видите, такие многоярусные системы хранения. Миксеры, один 15-кубовый, два 20-кубовых. И потоковый еще смеситель, там есть большой для крупных партий. Вот, одного вида, который мешает 50 тонн в час, такой здоровенный. Линия розлива.
Вот, общий внутренний вид, все очень аккуратно, по-европейски рационально, красиво. Помните, я вам рассказывал про завод Fox Oil в Калуге, как там устроен контроль качества. Все, что я рассказывал про Fox Oil, можно смело применить к Total Восток, потому что все европейцы, все европейские блендеры устроены примерно одинаково, плюс-минус. Как происходит контроль качества физически? То есть приезжает на завод либо ЖД, у них есть ЖД-пути, свои цистерны с базовыми маслами, либо это бензовозы, либо это просто в 1000-литровых еврокубах приходит, в таких рубашках металлических. Обязательно каждую партию товара из каждой емкости, перед тем, как поместить в резервуарный парк, берут пробу, обязательно проверяют. Если даже все партии маркированы одинаково, то в любом случае каждую емкость проверяют. Если все нормально, если все по нормативам, то, соответственно, отправляется базовое масло либо в резервуарное хранение в парк, который у них там достаточно большой, либо отправляется сразу на миксер, в зависимости от того, что им в данный момент нужно. После того, как в миксере сварилась партия масла, соответственно, ее обязательно, опять же, еще раз берут пробу. Эту пробу отдают в лабораторию, сотрудники лаборатории приходят, берут пробу, обязательно проверяют ее химики по разным параметрам. И только после того, как химики ее проверили, дается отмашка, и сваренное масло, готовый продукт уже уходит на линию Розелева. Только так, по-другому никак. У них все с этим очень-очень-очень жестко. На что проверяется в лаборатории и как? Что именно проверяют? Инфракрасный спектрометр показывает соответствие спектра эталонному образцу. То есть сравнивать с эталонным образцом, если сваренное масло соответствует, все в порядке. Количество присадок определяю с помощью рентген-флуоресцентного спектрофотометра. Язык сломаешься, блин. Он определяет элементарный состав масла. Ну и, наконец, на чистоту масла проверяют лазерным счетчиком частиц. Это последняя фаза. Только после всех этих проверок продукт уходит либо обратно в резервуарный парк, для того, чтобы потом его раздавать наливом, либо уже на линию Розелева, где он разливается в емкости литр, 4, 5, 20, 60 бочки. И причем из каждой партии вот этого готового продукта, который уже расфасован, обязательно берется проба, ну, конечно, из одной какой-то там емкости, из всей партии, для того, чтобы понять, насколько повлиял Розелев в тару на композицию, на химический состав продукта. То есть вот такие вот сложности, но это все нужно для того, чтобы контроль качества был высок. А вообще на заводе, производительность завода, она от 40 до 70 тысяч тонн продукции в год. Ну, это так, ни много ни мало, это среднее количество. И работает на заводе всего в совокупности 50 человек. Сейчас, может быть, побольше уже данные, я, по-моему, двухгодичной давности 50 человек работало. Может, сейчас уже что-то увеличилось маленько. Чуть не забыл про самое главное, но, конечно же, весь эльф также производится на этом заводе Total Восток. Тот эльф, который мы с вами покупаем в России. 99%, ну, 98%, может, там, за редким исключением редких продуктов. Total еще обещался в 2016 или 2017 году, не помню, сделать свой цех по производству пластиковой тары на территории Total Восток. Не знаю, они сделали или нет, по-моему, еще нет, потому что сейчас вся тара, которая приходит к нам с Total Восток, она вся разношерстная. То есть, мне кажется, ее делают совершенно разные производители. Еще учитывайте то, что там находится тоже недалеко от них Ворсина Греев, та компания, которая производит тару и которая с ними соседствует на французском заводе во Франции. Поэтому не исключено, что они у них пока что перехватывают. Может быть, они запустят в этом году, не знаю, тару своего производства. Пора бы уже это сделать, потому что это как бы, ну, правильный шаг. Мы с вами подошли плавно ко второму вопросу, какие автоконцерны работают с Total Energies и заказывают у них свои OEM продукты. Давайте начнем с самых главных. Mazda. Ну, конечно же, мы все знаем про сотрудничество Total Energies и Mazda Motor. Вот эти масла Motor Original Total производит для Mazda, в том числе и Supra, и ATF FZ, DSK Active для новых автомобилей. Они все это делают. Nissan. Я уже вам коротко рассказывал, что с января 2020 года компания Renault Nissan прекращает сотрудничество с Total Energies, то есть она переходит с Эльфа на Castrol. Вообще Castrol очень давно уже, ну, BP Group Castrol очень давно сотрудничает с Renault, с подразделением Renault Sport. Они с 2018 года еще работают. Вот сейчас они, видимо, переманили чем-то их. Там есть свои нюансы, не все так просто. Об этом я очень подробно вам расскажу в нашем полноценном видео про Эльф, которое выйдет у нас на канале скоро, недельки через 2 примерно. Поэтому этого касаться сейчас не будем.
Вот эти продукты Nissan под маркой Nissan Genuine Oil также производит Total до сих пор, потому что вся эта история с переходом Renault Nissan не коснулась сотрудничества Total и Nissan Motor Co. Так что владельцам Nissan не стоит беспокоиться, ничего не изменилось. Все продукты Nissan Genuine Oil также производит Total. Помимо Nissan и Mazda, Total исторически всегда дружила с группой PSA, которые сейчас упразднили, когда слились Peugeot и Fiat, и создали в Нидерландах новую структуру, Stellantis называется она, а это немало-немного, представьте себе, 14 марок. Это получается у нас Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall. Но вот видите, наконец-то шутка про объединение Peugeot и Opel в одну компанию Peugeot сбылась почти. Для каких компаний 14 автоконцернов, которых я выше перечислил, Total производит свои масла под OEM? Не знаю, это очень сложный вопрос, большой, и мы, возможно, к нему коснемся в следующих наших видео, это нужно изучать. Много компаний, много разных брендов, поэтому сейчас я об этом не готов сказать. Скорее всего, с кем-то сотрудничает в любом случае, потому что связи были старые с PSA, поэтому думаю, что сотрудничает. Еще в 2011 году Total начинает дружить с Kia в качестве рекомендованного партнера с правом поставок своих смазочных материалов на сборочные конвейеры в Южной Корее и Словакии. Кстати, тот продукт очень известный, Total Quartz 9000 HKS, он специально разработан как раз для автомобилей концерна Kia. Годом позже, в 2012-м, Total становится рекомендованным партнером для послегарантийного обслуживания автомобилей Great Wall. Это, конечно, не OEM, но все же, тем не менее. В 2016 году Total становится официальным поставщиком смазочных материалов для гоночной команды Aston Martin Racing, и до кучи им разрешает еще поставлять масла и смазки на сборочный конвейер, где делают Aston Martin в Гейдене. Но Aston Martin не такой уже народный автомобиль, поэтому это просто вам для информации. На КамАЗ поставляют для послегарантийного обслуживания. Конечно, это не OEM, но все же. Работаю с узбекским Равоном, работаю с Хавалом. Ну, я уже рассказывал про Great Wall. В общем-то, Хавал это входит туда, в Great Wall'овский концерн. В общем, в России можно купить много продуктов, которые производит Total Energies OEM, даже которых вы, может быть, и не догадывались раньше. Третье. Про подделки продуктов Total, Elf, Nissan, Mazda и других брендов, которые производят сейчас Total Восток и Total Energies в принципе. Подделок куча. Давайте сейчас на минутку буквально перенесемся к нам в офис, я вам покажу наглядно. Итак, поддельная Mazda, поддельный Total, поддельный Nissan. Ну, правда, Nissan Total в старых упаковках, но поверьте мне, в новых их тоже полно. Эльфа почему-то здесь нет, но эльф у нас есть, поддельный образец, он, наверное, на складе просто физически не влазит уже просто на полке подделки, поэтому, видите, приходится ставить их сверху. Подделок просто огромное количество и по Mazda, и по Nissan, и по эльфу, и по Total. У меня на канале есть масса видео о том, как и по каким признакам опознать, что перед вами подделка. Вот, например, видео про подделку Total Elf. Вот видео про подделку Mazda. Вот видео про подделку Nissan. Все ссылки на видео я размещу в описании, и вы можете в любое время сами легко и просто определить, поддельный ли продукт купили, либо настоящий, либо перед покупкой. Сразу скажу заранее, что я не консультирую людей ни по почте, ни по телефону, ни в комментариях по поводу подделок, либо особенностей оригинального масла, отличий маркировок и так далее. Такова политика руководства компании, не обижайтесь. Именно для этого специально я снимаю подробные, полноценные видео и размещаю их на канале. В данный момент у меня на канале, на нашем, 45 видео про то, как отличить поддельные масла от оригинальных. 45 видео подробных. И мы стараемся, снимаем их каждый месяц, по крайней мере, там, по паре штук точно. Если нам попадаются подделки, мы их выявляем и снимаем полноценное видео, как их отличить. Но консультации, к сожалению, такие я не оказываю. Четвертое. В каких странах мира представлен Total? Ну, это вопрос, наверное, больше риторический, потому что
Total имеет представительство и ведет деятельность в 130 странах мира различных. Причем нам не просто представлено, а именно ведет деятельность. У него там офисы есть какие-то, там они делают проекты совместно и так далее. Поэтому, конечно же, естественно, с большой долей уверенности можно сказать, что Total можно встретить в странах в 100 примерно где-то присутствие на рынке. Популярен или нет он в других странах? В европейской части, да, там в США не очень популярен, потому что вы видели наше видео из США, там в рознице его нет, хотя у Total, конечно же, есть, естественно, представительство США, само собой разумеется, но в рознице Total там не присутствует. Что касается европейских стран, там часто встречается, в азиатских странах тоже он встречается, и там его достаточно много людей знает. Поэтому можно сказать, что, конечно же, представленность бренда Total по всему миру не такая, как у Castrol или там Mobil или Shell, но, тем не менее, люди его в мире знают, не только в Европе. Пятое. Бонусное и заключительное. Продается ли бренд Total в Японии и как к нему относятся сами японцы? Total в Японии встречается только в интернет-магазинах, и то он там не очень сильно распространен, не очень сильно продается в магазинах, в розничных, в обычных, там, в сетях крупных, Автобакс, Yellow Hat, Garage, больше продается Эльф. Потому что Total когда-то встречался давным-давно в пластике, сейчас его практически нигде нет. Но через интернет купить его можно. Эльф японцы знают больше. Я давно уже зарегистрирован на Минакаре, вы знаете, читаю отзывы людей, там смотрю, о чем они пишут. Кто покупает Total Эльф в Японии, в принципе, кто его берет? Его покупают либо владельцы европейских машин, там такие тоже есть, их, конечно, мизерное количество, но тем не менее они тоже есть. Есть и владельцы Citroёnов, есть и владельцы Peugeot, то есть там есть такие машины. И, конечно, совсем мало. Либо просто любители всего импортного. Такие тоже в Японии, как ни странно, есть. Они покупают импортные товары европейские. Где производят? И пластиковую тару Total, литровую, 4-литровую, 5-литровую везут из Европы. Это импортный товар, он в Японии не производится, не разливается, это чисто импорт. А Эльф как раз производится в Японии. Эльф в Японии производят на блендерных заводах. У них есть там подразделение свое, есть небольшие офисные площади. У Total Energies они в Японии их, конечно, имеют. Поэтому они заказывают производство Эльф и 20-литровых ведер Total на местных блендерных заводах. Это небольшие заводы, потому что очень мизерное количество производится продукции Эльф Total в Японии для внутреннего рынка. Поэтому, конечно, размещается все это не на на блендерах холдинга GX, либо тем более не на полноценных заводах и не у Idemitsu. В любом случае это размещается на мелких блендерах. За это берутся, там куча блендеров могут взяться Чугай, Санова Касей, Коги, там, да, кто угодно из блендеров небольших, там их много. Поэтому номинально бренд Total в Японии присутствует, но по факту его там и нет. В общем, он там есть, и его нет. В общем, как-то так. Все, надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.